Привет всем, с вами я Таня, и сегодня мы вместе приготовим домашнюю версию пирожного Choco Pie. Если не хотите пропускать мои новые видео, нажимайте на колокольчик возле кнопки подписка. Вам сразу же будет приходить уведомление о выходе нового рецепта. Тесто замешивается быстро, поэтому духовку включаем сразу разогреваться на 170 градусов. Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. В миске смешиваем яйцо, сахар, соль и ванилин. И взбиваем миксером пару минут до пышности. Я пыталась найти рецепты Choco Pie, но почему-то все делают именно песочное тесто, хотя в настоящих пирожных Choco Pie именно такие маленькие бисквитики. Поэтому мы с вами приготовим правильную версию, и у нас получится бисквитное пирожное с таким вкусным мягким кремом, чем-то похожим на маршмеллоу. Ну вот, сахар слегка растворился, этого будет достаточно. Сейчас добавляю мягкое сливочное масло, ну вот я его заранее достала из холодильника, поэтому оно такое мягенькое. Вливаем молоко. И коротко перемешиваем миксером, буквально 10 секунд, чтобы просто масло и молоко немного вмешались в яйца. Теперь добавляем чайную ложку разрыхлителя, это 5 грамм, и в 2 приема подсеиваем муку. И коротко перемешиваем миксером. Долго перемешивать нельзя, иначе печенье получится твердым. Ну вот так немного, буквально до однородности. Вот, буквально секунд 10 и все, готово. Тесто должно получиться вот такой вязкой консистенции. Если вы видите, что оно более жидкое, тогда добавьте еще немного муки. Тесто перекладываем в кондитерский мешок. Если такого нету, тогда берите просто плотный какой-нибудь пакетик и срезайте угол. Делаем срез примерно 1,5 сантиметра и отсаживаем на пергамент на расстоянии друг от друга. Ну, я делаю такие вот примерно по 4 сантиметра в диаметре. Если в качестве пергамента вы не уверены, тогда лучше предварительно смажьте маслом. У меня получилось сегодня 19 штук. По желанию можно краешки вот так разгладить пальцем, смоченным в воде. Но это не обязательно, так как в тесте есть масло, и они все равно разойдутся и будут ровные. Отправляем наши бисквитики выпекаться в духовку при температуре 170 градусов приблизительно на 10-12 минут. Бисквиты готовы, они у меня выпекались 11 минут. Ну вот сверху они сильно не зарумяниваются, поэтому готовность можно проверить вот по донышку, оно такое золотистое будет. Ну либо нажать пальчиком, он не должен проваливаться. Ну либо зубочисткой можно также проверить. Все, сейчас перекладываем их на решетку до полного остывания. Один бисквитик у нас лишний, поэтому сразу покажу структуру. Ну вот они такие мягенькие получаются. Ну как в настоящем Choco Pie. Бисквиты остывают быстро, поэтому сразу можно приступать к приготовлению крема. Для этого смешиваем 5 грамм желатина, ну это одна такая полная чайная ложка, и 30 мл воды. И оставляем для набухания на время, указанное на упаковке. Если желатин долго растворяется, то тогда можете перед приготовлением бисквитов замочить желатин. Ну, главное, на упаковке прочитайте, там всегда указано время. И одновременно с желатином я подготавливаю сахар для сиропа. Для этого смешиваю сахар с водой и добавляю 1 столовую ложку лимонного сока. Ну, мне нравится, когда есть такая кислинка в креме, поэтому я добавляю сок. Если не хотите кислинку, тогда можете не добавлять. Ну и вообще, сахар сейчас заливать водой не обязательно, просто мне кажется, так он лучше потом растворяется. Оставляем, пока желатин не набухнет. Бисквиты полностью остыли, и каждой печенюшке я подобрала подходящую по размеру пару. Сейчас их по желанию можно чем-нибудь пропитать, например, молоком, ну, либо водичкой, смешанной с сахаром. Так как крем, который мы сделаем, он очень похож на маршмеллоу, и он особо не пропитает бисквит. Поэтому, если любите такие более влажные пирожные, лучше тоже пропитайте. Я пропитываю совсем слегка. Желатин как раз полностью набух, и сейчас его нужно распустить любым удобным для вас способом. Можно это сделать короткими импульсами в микроволновке, но постоянно перемешивая, либо на водяной или паровой бане. Ну вот у меня немного там воды закипело в кастрюльке.
я устанавливаю сюда мисочку с желатином и растапливаю. Самое главное не кипятить желатин, просто подождать, пока он полностью разойдется и станет жидким. Сахар с лимонным соком и водой ставим на средний огонь и нагреваем, пока сахар полностью не растопится. Ну, иногда можно помешивать. Ну вот желатин полностью растопился и стал жидким. И сейчас убираем его с плиты. У меня этот процесс занимает ровно 6 минут. Ну вот, как только все кристаллики сахара растворились и сироп закипел, убираем его с огня и сразу же горячей тонкой струйкой вливаем в желатин. Ну, я вот так слегка перемешиваю миксером. Начинаем взбивать на средней скорости, примерно пару минут, чтобы все вокруг не расплескалось. А потом увеличиваем скорость до максимальной и взбиваем около 8-10 минут. Масса побелеет, станет более пышной, воздушной и тянучей. Если кто-то из вас готовил с нами бабушкины куличи, то там мы делали точно такую же глазурь. Только пропорции были немного другими, и там я использовала сахарную пудру. Можете посмотреть, если интересно. Ну, вот такая воздушная пушистая масса должна получиться. Весь процесс взбивания у меня занимает примерно 8-9 минут. Здесь медлить нельзя, поэтому сразу же перекладываем крем в кондитерский мешок, ну, либо в обычный мешок, и потом срезаем угол. По вкусу действительно как маршмеллоу получается. Детям точно такое понравится. И ничего особо вредного. Срезаем уголок и заполняем одну половину пирожным. Крем застывает довольно быстро, поэтому я стараюсь делать это побыстрее. И теперь аккуратно накрываем второй половинкой. Нажимать не нужно, под весом бисквита крем сам уляжется. Пироженки готовы, и сейчас их нужно убрать в холодильник до полного застывания крема. Хотя вот пока я перекладывала их на другую доску, ну вот у меня тут чуть-чуть крема осталось. Вот если его перевернуть, то он уже, ну, как бы не растекается, ничего. Но на самих пироженках видно, что он уже, ну, как бы застыл. Сам, конечно, внутри он еще мягкий, поэтому нужно сейчас убрать в холод примерно на часик, на 2, как получится. Пироженки хорошо застыли, ну и крем стал такой очень устойчивый. Ну вот как зефирка прям. Сейчас уже в принципе все, можно их кушать, либо по желанию можно покрыть какой-нибудь шоколадной помадкой, либо глазурью, либо просто растопить шоколадку. Я сегодня сделаю ганаш на темном шоколаде. Для этого понадобятся сливки выше 30% и темный шоколад. Можно шоколад взять и молочный, если хотите. Сливки ставим на огонь и нагреваем до очень горячего состояния, но не кипятим. Как только сбоку начали появляться пузырьки, сразу же снимаем с огня и заливаем шоколад. И оставляем на 1 минутку, чтобы шоколад подтаял. И теперь перемешиваем венчиком до гладкого и однородного состояния. Можно сделать ассорти, например, часть закрасить полностью, а часть только половинки. Ну, тут уж на ваше усмотрение. И перекладываем на пергамент. Можно просто растопить шоколад, либо смешать его со сливочным маслом, ну, чтобы была более такая жидкая масса. Можно было смело полпорции брать, ну, только что не так удобно будет. И теперь убираем в холодильник еще примерно на часик до полного застывания глазури. Думаю, тут и говорить не стоит, насколько вкусное это пирожное. Я уверена, что детки от него просто будут в восторге. Хотя уверена, что взрослые тоже оценят. Надеюсь, рецепт вам понравился. Готовьте с хорошим настроением. Желаю всем приятного аппетита.